В этом видео я покажу, как связать такую куклу крючком. Пряжа Yarn Art Jeans, крючок номер 2. Вяжем руки, кольцо амигуруми. Шесть столбиков в кольцо. Второй ряд. 6 прибавок. Всего 12 столбиков в ряду. Третий и четвертый ряды вяжем без изменений по 12 столбиков в каждом ряду. Пятый ряд вяжем пальчик. Вяжем в одно основание 4 столбика с одним накидом, но не довязываем их до конца. А теперь провязываем все 4 столбика вместе. Далее вяжем обычные столбики. До конца ряда всего 11 столбиков. Шестой ряд. Вяжем одну убавку. Далее вяжем 10 столбиков до конца ряда без изменений. Седьмой ряд. Опять вяжем одну убавку. И далее вяжем 9 столбиков без изменений по кругу. С 8 по 23 ряд вяжем без изменений по 10 столбиков в каждом ряду по кругу. Довязали. В конце вяжем соединительный столбик и обрезаем нить. Хвостик оставляем подлиннее для пришивания руки к туловищу. Наполняем. В том месте, где ладошка, наполняем побольше, посередине немного. Сверху руку не наполняем, чтобы рука не торчала после пришивания к туловищу. Вторую руку вяжем также. Вяжем ноги. Вяжем 7 воздушных петель розовой пряжей. Начиная со второй петли от крючка, вяжем столбики. Всего 5 столбиков, а в последнюю воздушную петлю вяжем 3 столбика. Поворачиваем и по обратной стороне вяжем столбики. Всего 4 столбика. И в последнюю воздушную петлю вяжем 2 столбика. Второй ряд. Прибавка. 4 столбика. Три прибавки. Четыре столбика. И 2 прибавки.
Третий ряд 1 столбик, 1 прибавка, 4 столбика, теперь повторяем 3 раза 1 столбик, 1 прибавка. Четыре столбика, и повторяем 2 раза 1 столбик, 1 прибавка. Всего получилось 26 столбиков в ряду. Следующие 2 ряда вяжем без изменений по 26 столбиков в каждом ряду. Если вязание смещается и рабочая петля оказывается где-нибудь здесь, а не посередине, в конце провязывания ряда, то я довязываю необходимое количество столбиков, чтобы она оказалась посередине. Теперь берем пряжу белого цвета, нить розового цвета пока не обрезаем, вяжем носочки, присоединяемся за дальнюю стенку петли, вяжем воздушную петлю и сюда же столбик. И еще вяжем 8 столбиков. Этот ряд вяжем весь за дальние стенки петель. Всего провязала 9 столбиков белой пряжей. Делаем убавки. Убавка, один столбик, еще раз убавка, один столбик и третья убавка. Вяжем до конца ряда 9 столбиков. Это был 6-й ряд. Теперь вяжем 7-й ряд. Вяжем 6 столбиков. Одна убавка, один столбик, и так 3 раза. Вторая убавка, столбик и третья убавка, столбик. И вяжем еще одну убавку. Всего в этом ряду получилось 4 убавки. И в конце вяжем 6 столбиков. Восьмой ряд, 4 столбика. Одна убавка, один столбик, повторяем 3 раза. Вторая убавка, столбик и третья убавка, столбик. И вяжем еще одну убавку. Всего в этом ряду сделали 4 убавки.
И довязываем до конца ряда еще 4 столбика. Всего в этом ряду получится 15 столбиков. Теперь довязываем туфельку пряжей розового цвета. Вяжем 8 столбиков. Вяжем за оставшиеся ближние стенки петель столбики. Вяжем 8 столбиков. Теперь вяжем столбик с одним накидом в следующую петлю. Теперь пропускаем одну петлю и в следующую вяжем столбик с одним накидом. Опять пропускаем одну петлю и в следующую петлю вяжем столбик с одним накидом. Также вяжем 4-й столбик с одним накидом, пропуская одну петлю. И также вяжем 5-й столбик с одним накидом, пропуская одну петлю. Далее вяжем обычные столбики без накида до конца ряда, всего 9 столбиков. Вяжем последний ряд туфельки, 6 столбиков. Девять воздушных петель. Поворачиваем туфельку и прикрепляем цепочку из воздушных петель с противоположной стороны. Вяжем столбик и до конца ряда провязываем столбики. В конце вяжем соединительный столбик и обрезаем нить. Продолжаем вязать носочек пряжей белого цвета. 3 столбика. Одна убавка. И так повторяем 3 раза. Всего 12 столбиков в ряду. С 10 по 12 ряд вяжем без изменений по 12 столбиков в ряду. Теперь вяжем 5 воздушных петель и столбик за ближнюю стенку петель. Опять вяжем 5 воздушных петель и столбик за ближнюю стенку петель. Так повторяем до конца ряда. И в конце ряда вяжу 5 воздушных петель, соединительный столбик за ближнюю стенку петли и обрезаю нить. Вывожу ее вовнутрь. Теперь берем нить цвета тела, ищем оставшиеся дальние стенки петель и присоединяем нить. Вяжем воздушную петлю и в это же основание вяжем столбик. И дальше вяжем столбики по кругу. Всего 12 столбиков в ряду.
С 14 по 16 ряды вяжем без изменений по 12 столбиков в каждом ряду. Семнадцатый ряд, 5 столбиков. Одна прибавка. И так повторяем 2 раза, всего 14 столбиков в ряду. С 18 по 26 ряд вяжем без изменений по 14 столбиков в каждом ряду по кругу. Двадцать седьмой ряд, 6 столбиков. Одна прибавка. И еще раз 6 столбиков и 1 прибавка. Всего 16 столбиков в ряду. С 28 по 35 ряд вяжем без изменений по 16 столбиков в каждом ряду. Довязали ногу, в конце вяжем соединительный столбик и обрезаем нить. Вторую ногу вяжем также, только нить не обрезаем. Наполняем ноги. Теперь берем 2 ноги, вместе разворачиваем их носочками от себя, складываем ноги ровненько пополам, ищем боковые серединки. Вторая нога, которую мы продолжаем вязать, находится в правой руке. Довязываем необходимое количество столбиков до внутренней серединки ноги. Теперь вяжем 3 воздушные петли и вяжем столбик на второй ноге на внутренней середине ноги, вот здесь. И продолжаем вязать по кругу столбики без накида. Еще вяжем 15 столбиков. Обвязали ногу по кругу, теперь вяжем столбики по воздушным петлям. Всего 3 столбика. Захватываем воздушные петли снизу. И вяжем 16 столбиков по второй ноге. Затем вяжем столбики по воздушным петлям с обратной стороны. Захватываем воздушные петли снизу. Первый ряд туловища готов. Всего получилось 38 столбиков в ряду. Второй и третий ряд туловища вяжем по кругу по 38 столбиков в каждом ряду без изменений.
Последний столбик в третьем ряду не довязываем, обрезаем нить, берем пряжу другого цвета, которым будем вязать платье, и довязываем столбик. Вяжем четвертый ряд, столбики без накида, без изменений, по кругу 38 столбиков. Пятый ряд вяжем за дальние стенки петель, 38 столбиков в ряду без изменений по кругу. В шестом ряду делаем 2 убавки, одну с одной стороны и вторую с другой. Я не высчитываю, где точно. Всего 36 столбиков в ряду. Вяжем за обе стенки петель предыдущего ряда. С 7 по 9 ряд вяжем по 36 столбиков в каждом ряду без изменений. Десятый ряд 4 столбика. Одна убавка. И так повторяем 6 раз, всего 30 столбиков в ряду. С 11 по 14 ряд вяжем по 30 столбиков в каждом ряду без изменений. Пятнадцатый ряд 3 столбика, одна убавка. И так 6 раз, всего 24 столбика в ряду. С 16 по 19 ряд вяжем без изменений по 24 столбика в каждом ряду. 20 ряд берем нить цвета тела и вяжем за дальние стенки петель, воздушная петля, столбик, 24 столбика по кругу. Нить цвета платья пока не обрезаем. Теперь довязываем последний ряд цветом платья, вяжем за оставшиеся ближние стенки петель по кругу 24 столбика. В конце вяжем соединительный столбик, обрезаем и прячем нить. 21 ряд вяжем по кругу 24 столбика без изменений. Двадцать второй ряд 2 столбика, одна убавка. И так повторяем 6 раз, всего 18 столбиков в ряду. В 23 ряду вяжем 18 столбиков без изменений. Это был последний ряд туловища. Вяжем голову. В первом ряду вяжем 18 прибавок.
Всего 36 столбиков в ряду. Второй ряд головы. Вяжем 5 столбиков. Одну прибавку. И так повторяем 6 раз. Всего 42 столбика в ряду. Третий ряд. 6 столбиков. Одна прибавка. И так повторяем 6 раз. Всего 48 столбиков в ряду. Четвертый ряд. 7 столбиков. Одна прибавка. И так повторяем 6 раз. Всего 54 столбика в ряду. Не забываем в процессе вязания наполнять игрушку. С 5 по 16 ряд вяжем без изменений по 54 столбика в каждом ряду. Последний столбик в 16 ряду не довязываем, обрезаем нить, берем пряжу цвета волос и продолжаем вязать голову этой пряжей. Довязываем столбик, вяжем 17 ряд 7 столбиков, одна убавка. И так повторяем 6 раз. Всего 48 столбиков в ряду. 18 ряд 6 столбиков. Одна убавка. И так повторяем 6 раз. Всего 42 столбика в ряду. 19 ряд 5 столбиков. Одна убавка. И так повторяем 6 раз. Всего 36 столбиков в ряду. 20 ряд 4 столбика. Одна убавка. И так повторяем 6 раз. Всего 30 столбиков в ряду. 21 ряд 3 столбика. Одна убавка. И так повторяем 6 раз. Всего 24 столбика в ряду. 22 ряд 2 столбика. Одна убавка. И так повторяем 6 раз. Всего 18 столбиков в ряду. Наполняем голову. Двадцать третий ряд 1 столбик. Одна убавка. И так повторяем 6 раз. Всего 12 столбиков в ряду.
В 24 ряду вяжем 6 убавок. Обрезаем нить, стягиваем отверстие. Для этого продеваем нить через каждую петлю, вводим крючок изнутри петли. Выводим нить вовнутрь вязания и стягиваем. Обрезаем хвостик нити. Вяжем волосы. Присоединяю нить примерно посередине головы. Цепляюсь между столбиками на голове. Ввожу крючок. Протягиваю нить. Вяжу воздушную петлю. Всего провязываю 40 воздушных петель. Провязала цепочку. Теперь, начиная со второй петли от крючка, вяжу соединительные столбики. Двигаюсь к голове, к началу вязания цепочки из воздушных петель. Прикрепляемся между столбиками. Вяжем соединительный столбик. Остальные пряди вяжем также. Двигаемся по направлению к лицу. Это будет место пробора. Вяжем несколько прядок до того места, где начинается пряжа другого цвета. Далее будем двигаться по кругу. Возвращаемся к лицу и прикрепляем прядки в обратном направлении к началу, где мы начинали вязать первую прядь. Можно обозначить то место, где будет контур волос, например, иголочками или маркерами. Стараюсь оставлять как можно меньше места, где я буду вязать волосы, так как волос всегда получается очень много. Сзади расстояние от первого ряда начала вязания волос 5 рядов. Сбоку пропускаю 10 рядов. Когда провяжем первый ряд волос, сначала к лицу по кругу и от лица, затем будем вязать следующие ряды, не обрезая нить, прядь за прядью. Второй ряд будет идти вдоль первого ряда по кругу, затем третий ряд и так далее. Провязала один ряд волос и сразу же начала вязать второй ряд, не обрезая нить. Сверху головы, там где пробор, между рядами пропускаем меньшее расстояние. Я пропустила примерно 2 столбика. А сбоку и снизу между рядами можно пропускать больше рядов. Я пропускаю примерно расстояние в 3 столбика. И так продолжаем вязать по кругу, ряд за рядом, пока не заполним все пространство головы. Вяжем юбку, поворачиваем куклу ногами от себя, задней стороной кверху. Ищем оставшиеся стенки петель, когда начинали вязать туловище. Присоединяем нить
Оставляем хвостик подлиннее, чтобы можно было потом его вдеть в иглу и спрятать. Воздушная петля. И в это же основание вяжем 2 столбика. Вяжем до конца ряда одинаково, в каждую петлю по 2 столбика. Вяжем второй ряд. Сначала вяжем столбик, а в следующее основание вяжем прибавку. И так вяжем до конца ряда. Столбик, прибавка. С 3 по 18 ряд вяжем без изменений столбики без накида, без прибавок по кругу. Вяжем 19 ряд юбки. Вязать 19 ряд будем за ближние стенки петель предыдущего ряда. Вяжем соединительный столбик, 3 воздушные петли и в это же основание столбик с одним накидом. Следующую ближнюю полупетлю вяжем 2 столбика с одним накидом. Таким образом вяжем до конца ряда по 2 столбика с одним накидом в каждую ближнюю полупетлю. В конце вяжем соединительный столбик и обрезаем нить. Берем пряжу другого цвета и прикрепляем ее к оставшимся задним стенкам петель. Вяжем ряд так же, как предыдущий. Пришиваем руки, располагаем их ровно по бокам. Пальчики смотрят вперед. Складываем руку пополам, чтобы пальчик смотрел в бок. И пришиваю за обе стенки руки. Пришиваю ко второму бежевому ряду, после того, как мы закончили вязать платье. Вяжем рукавчики на платье. Оставляем хвостик подлиннее. Набираем 10 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка вяжем столбик. В следующую петлю вяжем 2 столбика с одним накидом. В следующую петлю вяжем 2 столбика с 2 накидами. Теперь столбик с 2 накидами. В следующую петлю опять столбик с 2 накидами. И в следующую петлю 3 столбик с 2 накидами. В следующую петлю 2 столбика с 2 накидами. В следующую петлю 2 столбика с одним накидом. И в последнюю петлю 1 столбик без накида. Обрезаем нить.
Второй рукавчик вяжем также и пришиваем. Прихватываю рукавчик только спереди и с задней стороны. Вышиваем нос, отступаем от первого ряда головы 6 рядов столбиков вверх. И между 6 и 7 рядом делаем стежок посередине лица. Стежок примерно шириной в 2 столбика. Делаем на одном месте несколько стежков, чтобы придать объем носу. Отступаем от носа 2 ряда столбиков вниз и вышиваем рот, так же как и нос. Делаем стежок, можно немножко шире, чем нос. Например, шириной 3 столбика. И на одном месте можно сделать еще один стежок такой же. Как вышить глаза, можно посмотреть в отдельном видео, ссылка в описании под видео. Кукла готова.